Мы часто показываем вам в наших видео, какая Одесса прекрасная, цветущая, как много сейчас по улицам гуляет счастливых и улыбающихся людей. Но на самом деле все далеко не так. Каждый из нас помнит, что война продолжается. И вот даже сейчас мы проезжаем место, в которое недавно прилетел дрон. И, к сожалению, в этих квартирах погибли люди. И много сейчас таких мест по городу, проезжая которые просто наворачиваются слезы. Четверг, 21 августа 2025 года, и всех приветствую из прекрасного города Одесса. Возможно, начало видео было немного грустным, а все потому, что у нас участились обстрелы, от которых мы хоть немного успели отдохнуть. Сегодня многие города Украины подвергались обстрелам. В Одессе было относительно тихо, но всю ночь были тревоги, которые тоже не давали нормально выспаться, потому что каждый человек, кто следит за тревогами, всегда переживает, что в любой момент может что-то прилететь, и его жизни, и жизни его близким может угрожать опасность. Лето практически подходит к концу, поэтому, несмотря на трудности, несмотря на ежедневные стрессы, люди хотят еще немного позагорать и покупаться. У нас пару дней было похолодание, но сейчас обещают, что сегодня и завтра будет плюс 28 градусов, поэтому многие едут на пляж. Но и мы не исключение. Этот платан просто украшение Приморского бульвара. Ему уже больше столетия, и за ним здесь ухаживают как за настоящей достопримечательностью. Жаль, камера не передает его размеры, но он просто огромнейший. Я на фоне этого платана дюймовочка, потому что он просто огромный. Можно даже не комментировать, сразу видно по зонтам, по сумкам, куда спешат люди. Конечно, они спешат на пляж. Хоть сегодня и будний день, это никого не останавливает. Я приехала на Золотой берег, и здесь, прежде чем дойти к пляжу, проходишь частный сектор. И у всех цветы возле домов, все ухаживают за своими домами. Приятно пройтись. У нас мама на даче когда-то посадила вот такие кусты. Они поразрастались просто везде. Но классное растение, оно вьется, вокруг чего-то его можно запустить, оно будет виться и тем самым украшать двор. Сейчас каждому жителю Украины очень необходимо повышать свой иммунитет, потому что, как вы знаете, стресс негативно влияет на организм, и иммунитет из-за этого ослабляет. Поэтому, если у вас есть возможность, то сейчас как можно больше нужно гулять по свежему воздуху и ездить куда-то к морю, оздоравливаться или куда-то к рекам. У нас появилась новая угроза, о которой буквально во всех новостных каналах уже больше недели всех предупреждают. В Украину снова возвращается коронавирус, и появляются все новые и новые штаммы, которые опасны для здоровья человека. В целом в Украине за прошлую неделю зафиксировали 3500 случаев COVID-19, что в 3 раза больше, чем на предыдущей неделе. То есть количество больных увеличивается. А в Одессе в некоторых больницах уже вводят карантинные ограничения. Карантинные меры заключаются в том, что ограничивают посещение пациентов, усиливает санитарно-эпидемический контроль и доступ в отделение только для медицинского персонала и пациентов. Все мы помним 2020 год и знаем, что коронавирус распространяется достаточно легко, и нужно соблюдать минимальные меры, чтобы предотвратить его распространение, не заражать других и не заразиться, конечно же, самому. Нужно мыть руки, и обязательно, если рядом с вами больные люди, простуженные, то надевать масочку или просить людей ее надеть. И также сейчас люди ходят в бомбоубежище. Если вы знаете, что вы простужены, то уважайте других и тоже обязательно надевайте маску. В общем, новости, как обычно, не радуют, но нужно набирать в себе силы, чтобы жить дальше и чтобы бороться ежедневно с такими проблемами, с которыми мы все сталкиваемся.
Никогда на пляжах Одессы не встречала такие раки, которые уже здесь в банке можно купить и поесть или дома, или прямо здесь на теплом горячем песке. Ну и, конечно же, шашлык. А вот напиток для тех, кто точно хочет застраховать себя, чтобы не заболеть коронавирусом. Несмотря на то, что уже действительно лето подходит к концу, на пляжах Одессы все равно можно встретить действительно огромное количество людей. Причем на какой бы пляж ты ни приехал, они везде есть. В последние годы осень в Одессе стало теплее, зима стала теплее, и я думаю, что, как и в прошлом году, в этом году, вплоть до Нового года, мы еще с вами будем периодически встречать людей, которые загорают и купаются на пляжах города. Орешки на пляже продаются, смотрите, и арахис, и фисташки. Самый большой пакет 450 гривен. Знаю, наши зрители часто интересуются температурой воды в Черном море у берегов Одессы. У нас несколько дней было действительно прохладно, и в воздухе почувствовалась реальная осень. Поэтому вода остыла. Была на 26 градусов, ну а сейчас 24. Но 24 градуса это все-таки еще теплая вода, поэтому многие продолжают ехать, чтобы поплавать в Черном море. Сейчас уже вышла с пляжа. Удобно жить людям, у которых домик находится рядом с Золотым берегом. Можно и подзаработать что-то, и самому пожить рядом с морем. Вот как борются с тем, что паркуются не в отведенных местах и часто загораживают проход. В центре мы с вами сегодня были, на пляже были, ну а сейчас по пути у меня эпицентр, я решила заехать сюда по своим делам, ну и покажу вам ассортимент товаров, которые здесь есть. Война войной, а жизнь у всех продолжается, многие продолжают покупать недвижимость, делать ремонты, поэтому людей в эпицентре, как всегда, много. Сейчас начинается сезон консервации, никто не знает, какой будет зима, и вот как раз по акции продаются баночки. Вот такие маленькие по 10 гривен, чуть больше продаются по 15 гривен. Сейчас есть акция и на 1,5-литровые банки, вот такие они по 23 гривны с узором. К сожалению, не могу достать, иначе может упасть вся вот эта конструкция баночная, поэтому не буду этого делать. Также продаются 3-литровые банки, сейчас на них скидка, они тоже по 35 гривен, а вообще их цена 45 гривен, поэтому сейчас, видите, выгодно покупать такую посуду для консервации. Крышки вот такие 89 гривен упаковка, а такие вот 189 гривен упаковка. Вообще 229, но сейчас акция, немножко скидка, поэтому будете знать цены. Вот, кто любит мариновать что-то, такие банки, правда, по 600 гривен практически, а вот побольше по 864. А вот такие вот вообще по 2200. Вот здесь намек на то, как нужно романтично проводить свои вечера. Шампанское и ванна. Удобные, кстати, штучки для лимонада. Вот лимонадница даже называется, с крышечкой. 1439 гривен. Залил себе и пьешь. И такое есть. Такая вот лимонадница поменьше, по 999 гривен. Вот их здесь огромный выбор. Как раз это то, что летом пользуется популярностью. Сейчас период, когда все едят много салатов. И кто не знает, есть специальные штуки, в которых можно сушить зелень. Помыл, поставил, они крутятся. Да, вот здесь. Вот распечатанное можно продемонстрировать, да? Она здесь, в общем, не будем крутить. Ну, в общем, очень легко и хорошо можно высушить зелень. Так, кастрюльки вот такие по 500 гривен, по 600 гривен. Все зависит от размера, по 800, по 1000. Это целый набор. Чайник 1500. Из более дорогих вот набор Виндер 7400. Есть и за 8000 набор. О, это хорошая качественная посуда, даже крышка такая достаточно тяжелая.
А вот, пожалуйста, генуэзская сторона в Аркадию. Посмотрите, какая пробка. Просто огромнейшее количество автомобилей. А все потому, что летом, из-за того, что приезжает много отдыхающих в Одессу, все стремятся поехать в Аркадию. И здесь всегда летом пробки. Концерты, ночные клубы, Аркадия, море.